Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами приготовим вкуснейшие синнабоны. Это такие дрожжевые булочки со сливочным кремом. Их готовить на самом деле очень просто, ничего сложного нет, поэтому я настоятельно рекомендую вам сохранить этот рецепт. Ну а сначала не забудьте подписаться на мой канал, если вы еще не сделали этого раньше. Я уже делилась с вами рецептом шоколадных синнабон. Рецепт вы найдете в правом верхнем углу. Переходите по ссылке и пробуйте оба рецепта. Список ингредиентов вы видите сейчас на экране, а также такой же список вы найдете в описании под этим видео. А мы приступаем к приготовлению. К молоку добавляем чайную ложку сахара из общего количества, сухие дрожжи, все хорошо перемешиваем и оставляем в теплом месте на 10 минут. За это время мы продолжим дальше готовить тесто. В чашу от миксера мы добавляем яйца, перемешиваем венчиком. Миксер нам для этого особо не понадобится, справится обычный венчик. Добавляем оставшийся сахар и снова перемешиваем. Туда же отправляем мягкое сливочное масло и вымешиваем до однородности. За это время дрожжи уже хорошо сработали, вы видите, поднялась шапочка, значит дрожжи подошли, все с ними в порядке. Если у вас такой шапочки нет, скорее всего дрожжи испортились и придется снова активизировать дрожжи. Итак, отправляем наши дрожжи в яичную смесь и на минимальной скорости миксера продолжаем все взбивать, частями добавляем муку. Когда венчик уже не справляется, я меняю насадку на крюк, это насадка для замешивания теста, и продолжаю добавлять муку. У вас может уйти меньше муки или наоборот больше, все зависит от качества вашей муки, но старайтесь, чтобы тесто было мягким, но не забитым. Если вы добавите слишком много муки, то, соответственно, булочки получатся твердые и слегка забитые. Поэтому лучше положить меньше, чем больше. Вот такое правило муки при выпечке булочек. Переходим на рабочую поверхность и начинаем раскатывать тесто. Поначалу кажется, что оно тугое, но по мере вымешивания оно станет мягкое и покладистое. Вымешиваем на рабочей поверхности еще минут 5-7. Тесто должно получиться гладкое и не липнуть к рукам. И вот такой вот мячик у нас получился. Перекладываем наше тесто в отдельную мисочку. Можно присыпать ее мукой. Накрываем полотенцем и оставляем в теплом месте на 40 минут. За это время тесто хорошо подойдет. Оно по-прежнему упругое, но уже более воздушное и точно так же не липнет к рукам. Если оно все-таки липнет, то можете добавить буквально чайную ложку муки для того, чтобы тесто удобно можно было раскатать. Припыляем рабочую поверхность и раскатываем тесто в форме прямоугольника размером примерно 45 на 60. Затем нам понадобится мягкое сливочное масло. Готовый прямоугольник мы будем смазывать маслом для того, чтобы синнабоны получились сочные, мягкие и пропитанные как раз таки растаявшим сливочным маслом, так они будут более сливочные по вкусу. Вот такой прямоугольник или даже овал у нас получился. По всему периметру мы промазываем мягким сливочным маслом. И затем будем посыпать сахаром, смешанным с корицей. На 100 грамм сахара я добавила 1 чайную ложку корицы. Если вы не любите корицу, то можете взять мак или толченые орехи. Синнабоны тоже получатся бесподобные и очень вкусные, так что ориентируйтесь на свой вкус. Распределяем весь сахар по поверхности. По краям старайтесь оставить место для того, чтобы мы смогли хорошо свернуть рулетик и чтобы он не раскручивался. И теперь плотненько сворачиваем наш рулет. При каждом скручивании слегка придавливайте рулет, опять же, чтобы он был плотный и не раскручивался. Вот такая колбаска у нас получилась. Теперь мы рулет делим пополам. И каждую половинку будем делить еще на 6 частей. Итого у нас получится 12 булочек. Я выпекаю синнабоны в разъемной форме. Для этого я застилаю ее пергаментом. Мне больше нравится, когда синнабоны в форме. Они такие получаются более плотненькие, как отдельный пирог. Выглядит очень симпатично. Но если что, можно, конечно, синнабоны выложить на противень, застеленный пергаментом, и у вас получатся отдельные булочки.
Шоколадный синнабон я как раз таки выпекала на противне. Вы можете увидеть разницу, ссылку на видео я оставлю в описании под этим видео. Итак, мы разрезали наши кусочки и выкладываем их в формочку. Можно их соединить как можно ближе друг к другу, да, они поднимутся, но в то же время будут выглядеть очень симпатично. Если вы выпекаете синнабоны на противне, то можете распределить их на расстоянии друг от друга, чтобы они были отдельными булочками. Синнабоны мы на данном этапе ничем смазывать не будем. Отправляем сразу в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Пока выпекаются наши синнабоны, мы приготовим сливочный крем. И для этого нам понадобится сливочный сыр, мягкое сливочное масло, ваниль и сахарная пудра. Для крема мы просто смешиваем все ингредиенты венчиком или лопаткой. Желательно сахарную пудру просеять, но у меня была такая твердая сахарная пудра, нужно было вообще пробивать блендером, чего я не сделала, но в принципе я справилась, и пудра все-таки получилась однородной. Вот такой у нас вышел крем. Булочки у нас испеклись, даем им постоять буквально 3 минуты, и сразу горячий синнабон смазываем сливочным кремом. Пока булочки теплые, крем будет распределяться равномерно по всем булочкам, пропитывать их, и они за счет этого получатся мягкие. Пусть вам кажется, что крема много, поверьте, его немного. Чем больше крема, тем вкуснее получатся синнабоны. Даем постоять еще буквально 20 минут, и можно наслаждаться вкуснейшими синнабон с таким сливочным кремом. При желании в такой крем можно добавить пюре малины, либо клубники, либо цедру апельсина, и тем самым вы получите новый, более свежий вкус. Но этот крем тоже классический, идеальный, который понравится всем. Надеюсь, рецепт вам понравился. Пишите в комментариях, что у вас получилось. Всем спасибо, берегите себя и до скорых встреч. Всем пока!